Маша, привет. Оля, давай. Привет. Ну, мы сегодня снимаем святую святых, мою гардеробную, которую меня просят уже очень давно. Почему я еще не хотела снимать? Потому что она просто элементарно не готова. У нас период, когда мы хотим все сделать очень медленно, потому что количество ошибок, которые мы допустили, именно связанных со спешкой и нетерпением, больше мы себе не можем позволить морально и финансово. Поэтому уж как есть, буду показывать в естественном варианте, в котором я уже год живу. Культ одежды, в котором мы сегодня живем, привел к той ситуации, что фраза «гардероб – это место, где живет женское вдохновение» для многих женщин ничего не значит, а для меня значит. И сегодня я вам буду об этом рассказывать. После того, как я сняла видео про минимализм, у многих, конечно, возник вопрос, как же выглядит гардеробная человека, который 30 минут рассказывал, что такое настоящий минимализм, какое количество одежды должно быть у минималиста. И, собственно, сегодня я приглашаю вас в самую важную комнату в своем доме для того, чтобы показать и рассказать. Меня зовут Маша Анохина, я занимаюсь женским гардеробом и превращаю сложный путь к стилю и себе в интересный и понятный. Когда мы занимались проектом этого дома, изначально я сюда не вникала, потому что все еще находилась мыслями в Милане, и поэтому отдала право действовать своему мужчине, а он, в свою очередь, отдал это право архитектору. И, в общем, по проекту в этой комнате должны были размещаться дословно пьяные друзья, которые случайно не доехали до дома после вечеринок, которых планировалось в этом доме очень много, потому что мой мужчина итальянец и как раз-таки представлял, что дом в горах – это место, где собираются друзья, и кто-то обязательно перепьет шампанского и не доедет до дома. И как раз здесь должно было размещаться, как в детских лагерях, 4 кровати, то есть одна на другой. И для тех людей, которым, собственно, уже все равно, что вида здесь нету, окон нету, есть дверь и очень маленькое пространство. И в момент, когда я очнулась и поняла, что если вдруг мои планы жизненные изменятся, и мне придется все-таки в этом доме жить, как и оказалось, то без гардеробной, конечно же, моя жизнь была бы совершенно другой, и мы вовремя успели этот проект переделать. И скажу честно, не с первого раза, а с помощью очень долгих аргументов и уговоров я это пространство буквально отвоевала. Аргумент был такой, что от женщины зависит погода в доме. И если я каждый день буду одеваться в маленьком шкафу, вспоминая, что потенциально мой гардероб отдан твоим друзьям, то, конечно же, вечеринки, скорее всего, будут испорчены, потому что если женщины плохое настроение, то вряд ли она сможет классно принимать гостей. Поэтому аргумент весомый, я победила, комната моя. И к чему вообще вся эта история, что очень часто женщины склонны к этим вот всем самопожертвованиям, или просто в нашей жизни так много всякой разной организации, что мы о самых важных, фундаментальных вещах элементарно забываем. Например, как а где я вообще буду одеваться? А сколько места я себе оставила? Ведь намного важнее, чтобы у ребенка была большая игральная комната. А на мой взгляд, ребенку намного важнее спокойная, вдохновленная мама, и играть он с ней и рисовать может за очень как раз-таки маленьким столом или на маленьком ковре и комнате. Поэтому, девушки, это такой легкий намек для того, чтобы вы пересмотрели свое пространство, и, возможно, вы тоже можете сделать себе, если не комнату, то 100% гардеробный угол или просто гардеробное пространство, где как минимум вся одежда сосредоточена. Работая с гардеробами, я часто наблюдала картину, когда девушки буквально, потому что моя консультация всегда проходит онлайн, и я видела, как девушки говорят: подожди, у меня сейчас тебе принесу кофту. И было видно, как они с разных абсолютно углов своего дома или квартиры выносят вещи. Конечно же, в такой обстановке одеваться очень сложно. Поэтому я вас уверяю,
Обещаю, что в конце этого видео вы узнаете, что организовать пространство намного проще, чем мы думаем. Просто важно поставить это в свой приоритет. Сейчас мы можем показать именно мой минимализм, как выглядит мой минималистичный гардероб, сколько тут одежды, какие цвета я люблю, поэтому заходи. Давайте начнем, наверное, с количества. Поскольку у меня здесь, во-первых, живет 4 сезона, вот это количество, которое отвечает на все мои запросы весна, осень, зима. Если бы мы говорили про шкаф, то расстояние между вешалками важно для того, чтобы одежда, во-первых, дышала, то есть проникает воздух, во-вторых, не соприкасалась плотно с собой, и для того, чтобы она не повреждала друг друга, и для того, чтобы вам лучше было видно ее, и вы рождали идеи, как, что с чем сочетать. Поэтому я очень рада, что у меня живет пространство, и очень напрягаюсь, когда его становится меньше. Но его, конечно же, становится меньше. Мой гардероб регулярно циркулирует, и когда я понимаю, что вот мне нужно какое-то количество базовой одежды, и расстояние при этом за счет новых покупок увеличивается, я стараюсь что-то все-таки дарить, потому что у меня уже нету, конечно же, одежды, которую можно просто выбросить. Это та одежда, которую я, как правило, дарю, потому что на продажу у меня нету ни терпения, ни даже у меня, в принципе, к одежде очень, очень близкие отношения с одеждой. Я лучше ищу нового хозяина ей среди своих подруг. Второе, на что бы мне хотелось обратить внимание, это цвета, потому что я вот в своем видео про минимализм рассказывала, что минималистичный гардероб – это не нейтральный цвет, как часто я часто слышу эту фразу, нейтральный цвет. Нейтральный цвет – это скучный цвет. В моем гардеробе нету ни одного нейтрального цвета, здесь вот только очень глубокие, сложные и насыщенные цвета. Я вот, например, сейчас очень мало вообще выхожу из дома, я живу практически в доме, потому что у меня стареющий пес, и мы отдали приоритет ему, но я планирую в будущем много путешествовать, это мои планы на жизнь, и поэтому я свой гардероб собираю таким образом, чтобы я могла собраться в любую точку мира, по любому поводу, то есть это будет какой-то жаркий остров с жаркими планами или бизнес, поездка в какую-то страну, где холодно, и я знаю, что я здесь соберу очень быстро любую капсулу, потому что в момент, когда в мою жизнь придут эти путешествия, конечно же, у меня не будет ни времени, ни желания заниматься гардеробом, потому что вот для того, чтобы так быстро собирать капсулу на самые разные поводы и события, нужно заморочиться по-любому. И вот как ты, да, вспомнила, что ты эти юбки видела уже давно. Здесь живет одежда, которую я покупала еще очень много лет назад, когда у меня не было денег, когда я выменивала, выкупала, каким-то образом охотилась, можно сказать, на нее. И сейчас я дополняю уже такой как бы твердой валютой, базой, которая это все соединяет. И, в общем, про эти цвета можно говорить очень долго. Я могу говорить безумно долго, потому что это невероятно красиво. Вот мой последняя мега покупка, японский пиджак цвета земли. Тем, кто давно следит за моим блогом, знает, что я пропагандирую цвет земли, когда это не коричневый, не зеленый, не черный, не серый, это все вместе. И эти вещи всегда очень, во-первых, дорого выглядят, во-вторых, легко сочетаются и делают наше лицо очень красивым. Кстати, для того, чтобы доказать, что у меня с количеством все в порядке, здесь живет даже верхняя одежда. Вот мы видим здесь пальто, шубу достаточно объемную, вечерние платья, которые тоже ждут своего выхода. Оля, ты их тоже помнишь из Милана. К сожалению, да, очень давно это все не носила. Но я думаю, что когда в нашей жизни есть такие вещи, они как будто бы притягивают моменты и случаи. Поэтому я уверена, что в мою жизнь придут еще вечеринки, когда мне понадобится это платье. Вот здесь такая типа база-база, да. Здесь джинсы. У меня в гардеробе всего 2 джинса. Это, конечно, слишком мало. Я горжусь, что у меня их не 26, как у большинства женщин, но 2 пары это слишком мало. А домашняя одежда у меня живет в комнате, где я просыпаюсь. Здесь нет домашней одежды, зато здесь есть. Вот эти секции не будем открывать, потому что у нас мои монтажеры, мальчики, нижнее белье.
колготочки, всякие чулочки. А вот эти 2 секции посвящены свитерам. И вот это, наверное, сейчас, это все свитера, больше у меня нету, и этим я тоже горжусь. И как вы видите, достаточно для многих, возможно, мрачная гамма, но именно она обеспечивает нам легкие сборы по утрам. Я недавно получила фотографию от девушки, которая планировала заказать консультацию. У нее как раз был вопрос, что она запуталась в своем стиле, и она так дословно сказала, что, говорит, я подозреваю, что у меня одежды, наверное, немножко больше, чем нужно. И я попросила ее вот просто так, знаете, как рандомная фотография, говорю, пришлите мне просто одну секцию своего гардероба, любую. По одной секции можно, в принципе, дать уже какой-то диагноз. И она прислала мне секцию со свитерами, я была в шоке. Я попыталась посчитать, они были очень аккуратно сложены, и при этом посчитать у меня не получилось. Я сбилась с счета, потому что, во-первых, они были такие пестрые, что было непонятно, где один свитер заканчивается, где второй начинается. И, конечно же, о чем это говорит? Что одежды у нее слишком много, а во-вторых, что с таким набором пестрых свитеров дорогой лаконичный образ никогда не соберется. 7 всего лишь свитеров. Это винтажная Дольче Габбана, мега секси, ты меня в ней фотографировала. А это костюм для путешествий Миссони. То есть это даже не свитера. Это вот в аэропорту, поскольку я тоже считаю, что в аэропорту не надо очень слишком удобно одеваться. Аэропорт – это возможность познакомиться с людьми со всего мира. Поэтому в аэропорт я, наоборот, одеваюсь всегда очень как-то так, чтобы классно выглядеть. И вторая секция про топы очень важные. У меня огромное количество, я, правда, уже все остановилась с черным цветом, но я его все равно очень люблю. И вот в этой секции тоненькие топы. Если здесь объемные свитера, прям свитер, оверсайз, то здесь маленькие топы, кашемировые, шерстяные, потоньше, потолще, но это те вещи, которые объединяют нашу капсулу. Вот видишь, такой чулочный классный топ. И поэтому для меня черный цвет – это залог классных, дорогих луков, потому что, ну и, конечно же, Оля, пожалуйста, чтобы люди не думали, что у меня нет нарядных вещей. У меня очень много нарядных вещей. Просто у меня, вот, как мне кажется, то оптимальное количество базы, которое помогает вот эту нарядность успокоить и создать из нее суперлук. В общем, при правильной базе вот это платье можно надеть и днем, и на супер вечеринку, когда я загорю хорошо. Внизу у меня обувь, что тоже говорит о том, что ее очень мало, потому что она правильно выбрана, базовая. И, конечно же, у меня есть одна пара кед, но я ее прячу. Не люблю я смотреть на кеды, я люблю смотреть на красивую обувь, поэтому свои каблуки, которые, конечно же, к огромному сожалению, ношу реже, чем хотелось бы, но я их вижу. И тоже для меня это такой лайфхак, который я рекомендую женщинам. Смотреть на каблуки полезно для эмоционального женского состояния. Вот пара туфель, про которые очень часто меня спрашивают, называя их винтажными. Прада – это не Прада и не винтажная, это Дольче Габбана, еще одна эстетика, которую я просто обожаю. Обувь, из-за которой мне пришлось голодать. Одна из пар обуви, из-за которой я голодала. Вторая – это вот эта туфли Серджио Росси. Безумно, кстати, удобная модель. Сложно поверить. Но вот это доказательство того, что вот такой высокий каблук и настолько красивая форма может быть удобной. Реально можно провести многочасовую вечеринку. Вот эти нет. Нет, не эти туфли. Эти туфли, к сожалению, пока не нашли свой, как бы, вот отдачи в моем сердце. Это Лабутен, они безумно неудобны. Это единственная пара обуви, в которой я пока действительно ходить не могу. Но, конечно же, вот эта идея бежевого туфля, который является продолжением ноги за счет цвета, очень, очень крутая. Просто, видимо, я недостаточно пока замотивирована, чтобы их надеть. Я убеждена, что когда женщина замотивирована, она не мерзнет, она не испытывает неудобства. Если мы вспомним, как мы бежали на свидание, в чем мы туда бежали, как мы туда бежали, то, конечно же, эти слова, я думаю, подтвердят всем. Вот мое новое, последнее приобретение.
честь Рождества итальянского. В этом я планирую посетить родителей своего жениха, потому что Рождество в Италии очень важный праздник, такой же, как для нас Новый год. Да, у них же это важнее, чем Новый год намного. И красные атрибуты прям имеют очень большое значение. Скатерти будут красными, салфетки будут красными, поэтому красные туфли, конечно же, всех порадуют, я уверена. Фуксия, ну, что это, что за жизнь без туфлей фуксия? Красивый, удобный каблук. Я, кстати, считаю, что вот такой вот каблук 6 сантиметров, он более сексуальный даже, чем этот. Ну, конечно же, ни один мужчина с этим не согласится, это чисто женская теория. Как всегда, наш поиск комфорта с их желанием видеть нас на максимуме. Так, что еще показать? Коробки. Я не покупала специальные коробки для гардеробных, потому что я считаю, что это не очень экологично, учитывая, что каждая красивая пара обуви тебе предоставляется коробка, поэтому я всякие вещи храню часто в коробочках. Слабость у меня новая – это обувь Шанель. Я считаю, что это тоже одна из… Хотя даже не обязательно говорить, что Шанель. Ботинки-резинки. Я на каждой консультации, на каждом марафоне, на каждой лекции включаю ботинок-чулок или ботинок-резинка как must-have и обязательная базовая обувь под все. Как вы видите, супер удобный носок, который не сжимает пальцы, и устойчивый каблук 6 сантиметров, что делает их повседневно роскошными. Блин, крутейшая вещь. Кстати, просто так, да? Вот так красиво. Даже захотелось так остаться. Ой, а, кстати, знаешь, что я могу показать? Что у меня 3 вязаных платья. Все длинные. Не видно? Вот это любовь. Просто любовь. Вот это я прям покажу сейчас. Самое любимое платье, которое все... Смотри, помнишь, ты меня в нем фотографировала? Посмотри на эту линию. Вот сейчас вот так надо. Видишь, оно полностью твое тело повторяет. Я, кстати, сейчас буду съемку про дом делать в нем. А что нет? Роскошь, как она есть. Самая любовь, большая любовь. Олечка, ты, наверное, эту жилетку, да, просила винтажную? Да. Винтажная. Смотри, как она красива с этим цветом. Классно? Кстати, это тоже можно надеть. Голубой с зеленым тоже очень красивое сочетание. Красиво? Вот так. Дальше. Я бы что-то померила из пиджака. Вот эту вещь все обожают. Все, что я сейчас на себя не надену, да, оно будет классным. Я бы еще, знаешь, что надела? Черный пиджак. Но здесь, наверное, по длине джинсы не очень. Здесь джинсы не очень, зато достаточно просто надеть более длинные джинсы. И все. Класс? Да, базовый гардероб это счастье. Меняюсь? Вообще, да? Прада. Это все подарок на день рождения, который Лиза сказала, когда заканчивается акция. Я немножко растянула, потому что
Если честно, мне хочется померить... О, давай свитер базовый. О, ты знаешь, что я очень часто девушкам говорю про оверсвитер, и далеко не все готовы носить оверсвитера. Ну, славянский стиль. Те, кто еще... Это мне, кстати, так и продали, чтобы рубашка торчала. А нет, у меня есть более длинная рубашка. Вот эта идея, кстати, мне прям научили в магазине. И тогда рубашка будет выглядывать, свитер будет на всю длину, а рубашка будет все равно выглядывать. Прикинь. Дает, конечно, очень класс, да? Вот сюда бы я надела уже вот эту сумочку. Эта форма сумки, кстати, я тоже всем рекомендую, потому что, как назвать эту форму? Супер секси. Вот прям, если это такая, знаешь, благородная, то это такая большая. А? Тебе та больше, да? Та супер универсальная, а видишь, значит, это моя эстетика. Покажу сейчас одну фишку. Вот это классный, фух, нет фотоаппаратов, в бар. Ну вот так. Окей. Есть? Я бы еще надела вот сюда такую штучку. О, давай вот так сделаем, Оль, пожалуйста. Хочу показать одно перевоплощение. То есть вот это я типа иду такая в барчик. Потом я меняю туфли на вот эти ботинки. И у нас получится... И у меня получился аэропортный образ. Класс? Видно преображение? Все. О, вот так можно, смотри, как секси. Через зеркало, Оль, вот этот элемент. Попка. Это бы я сделала вот так. И, во-первых, очень красиво. А во-вторых, очень практично, если ты наткнулась на кондиционер. Да? Минимализм – это реально рождение миллиарда образов в одном пространстве. Мы уже навели тут беспорядок, серьезненький. Шарфы, шапка, видишь, тоже раз. Одна шапка, которая подходит под все шарфы. Одна шапка, которая подходит под все абсолютно шарфы. Это, кстати, тоже. Посмотри. Произведение, искусство. Ты знаешь, что когда я разбираю гардеробы, и когда говоришь девушкам, покажи шарфики, платочки, шарфы, там типа, ну, может по 40 наименований быть. И, конечно же, когда ты скажешь, что шарф может стоить 200-400 евро, она такая, зачем, как это? А представляешь, сколько она заплатила, на самом деле, за 40 своих шарфов и шарфиков. И потом она говорит, а почему он не носится? Потому что это не дошарфик. Девушки, это огромная иллюзия. Если у вас 40 шарфиков, то, скорее всего, это не дошарфики. Если это, конечно, не какая-то там коллекция Hermès. А вот, короче, 4 огромных. И дальше вот такие тоненькие. Это, кстати, шелк с шерстью, представляешь? Тоже подарок Лучи. Ну, вот это, Моль, потрогай, чтобы ты просто понимала, о чем речь. Да? Все. Шарфы я тоже, это та вещь, ради которой вообще не стыдно голодать, тем более голодовка признана наукой как очень полезная вещь. Поэтому голодать, если голодать, то ради кашемира и красивых головокружительных туфель.
или туфлей. Что еще можно показать, Оль? Не знаю, сумочку мою винтажную. Какая она красивая. И тоже, да? Ну, то есть реально все совсем сочетается. Я иногда сама поражаюсь. Чем мне нравятся вот это сумки из нейлона. Болоньо, нейлон. Очень классно. То есть она реально в дождь. В дождь ее классно носить. Ну, и тоже такая форма, типа размер очень, да, красивый. И вечерний, и дневной, потому что огромная на самом деле. И вода влезет, и термос, и еще много всего. А вечерняя, потому что при этом очень аккуратная. А корсетик еще, вдруг, подожди, давай. Вот такие вещи, то есть, видишь, тоже супер яркие. Подарок Насте Чвовой, кстати. И это очень красивая вещь. Вот такой микс у меня нарядного с минимализмом. Это очень красиво, когда у меня появятся в гардеробе наконец-то правильные темно-серые джинсы, то этот пиджак сразу станет повседневным. Поэтому вот этот еще давай покажем. Это плед, перед которым я не могла устоять. И поняла, что он настолько мне идет по цвету. И я его купила для самолетов, тоже для аэропорта, для путешествий, когда меняется температура, и я не должна буду свой лук утеплять. Я просто вот так вот держу в руках или на сумке, или на плече что-то очень красивое, что обращает на себя внимание. И при этом укрываюсь в самолете. Кто путешествует с детьми, тоже очень удобно, да? То есть ты берешь плед не очень большой, которым можно укрыть и ребенка, и себя, завязаться, и вот поэтому такая вещь. У меня очень много в гардеробе вещей инвестиций. То есть инвестиции это потому, что у него много предназначений. Кстати, пуф куплен специально к нашей съемке. Красивый очень тоже цвет под мои китайские винтажные вазы. Ну и как раз вот ты начала снимать детали, расскажу про третий важный принцип организации моей гардеробной, помимо цветов, количества, пространства. Это фетиш-предметы, которых очень много и которые разложены на видном месте. То есть это обязательное условие, которое я тоже настоятельно рекомендую женщинам. Во-первых, для того, чтобы было просто видно украшение, и ты, когда одеваешься, не забывала о них или вдохновлялась их надеть. А второе, это просто приятно смотреть, потому что, ну, как бы мы на подсознательном уровне, то, что я говорила в первом видео про Милан, как бы там наша жизнь не складывалась, ты идешь такой весь в рутине, о чем-то там серьезном, очень важном думаешь, а тут вот такая масочка красного цвета с блестящими камнями, и ты так... что-то важное, более важное вспомнил, чем важные дела. Всегда у меня какие-то книги, которые тоже вот с красивыми женщинами, которые поднимают настроение. И последнее мое приобретение – это книга Дольче Габбана, посвященная, кстати, выставке. Оля, я надеюсь, ты была на этой выставке, потому что очень нашумевшая, безумно красивая выставка. И чем мне нравится эта идея, что мы можем, когда одеваемся, во-первых, взять какую-то идею, вдохновиться, и не из Пинтереста повторять образ, который уже как бы... В Пинтересте мы делаем образы, которые уже кто-то интерпретировал. И у нас остается очень маленькое пространство, чтобы добавить туда себя. То есть что мы видим? Юбка с орнаментом и корсет. Офигеть. Вот для этого нужны книги с классными фотографиями, для того, чтобы смотреть на свою одежду новыми глазами. А фетиш-предметы нужны для того, чтобы выводить нас из повседневного настроения. Я очень люблю бурлеск, наверное, заметно. И всякие вот картинки, которые
провоцируют какие-то эмоции или фантазию дают. Да? Вот ты смотришь, один мужчина, рыцарь на коне, второй голый. Год назад я сделала инструкцию, которая посвящена атмосфере и организации гардероба. Я в ней как бы предложила 5 шагов. Такая игра достаточно интересная, психологическая, которая помогает женщинам разобрать шкаф, понять самостоятельно вообще, в какую точку мы пришли, насколько у нас много или мало одежды, от какой одежды нужно избавиться, а какой оставить. И там прописано 5 шагов. Инструкция бесплатная, и я очень рекомендую ее всем, у кого ее еще нету, скачать, потому что я вот перед съемкой тоже ее еще раз прочитала и убедилась, что она очень классно, лаконично построена и действительно очень вдохновляющая. Ее уже скачало больше 5000 девушек, и я получила огромное количество отзывов, что когда вот ты так подходишь глубоко к разбору гардероба, ты ловишь такие важные инсайты. Некоторые ловили очень неприятные, болезненные инсайты, но это нормально, потому что мы сегодня живем в такое время, что, возможно, надо сначала сделать себе больно, чтобы выйти из этого порочного круга огромного количества одежды, в котором мы запутались. Поэтому, кто хочет скачать инструкцию, вдохновиться и пересмотреть свое пространство, ее можно найти в Инстаграме, в профиле Инстаграма, называется «Инструкция гардероба». Напомню, она бесплатная. И в ней я как раз рассказала, помимо 5 шагов, которые приближают нас к разбору гардероба, рассказала, как наполнить атмосферой гардеробную. И 5 тоже пунктов. Это освещение. Я рекомендую мягкий свет, обязательно теплый, который создает и правильная атмосфера, и делает нас более красивыми. Обязательное условие организации гардероба, второе, это зеркало во весь рост. То есть в гардеробе должно быть 2 зеркала. Одно, в которое близко мы можем краситься и делать укладку, второе большое для того, чтобы создавать луки. Третье, как я уже показала, это фетиш-предметы и аксессуары, разложенные на видном месте для того, чтобы нас вдохновлять. Здесь тоже видно, что у меня, на 3 бренда, вот абсолютная слабость, или можно сказать, каждый человек может найти вот бренд, который отвечает его запросам. Прада, эстетика Прады, это просто вот мой must-have. У меня, видишь, немного сумок, но большая часть из них Прада. Знаешь, что я еще не показала? Что у меня вот есть такой трэш, который, естественно, временная история, потому что из-за того, что пространство маленькое, на самом деле вот пояса, которые, кстати, нельзя, чтобы так были скручены, кожа от этого портится, пояса должны быть в развернутом положении. Здесь у меня будет на заказ сделан стеллаж, в котором я смогу очень функционально разместить огромное количество предметов. Здесь будут книги, пояса и аксессуары, то есть дополнительное место для аксессуаров. То есть поэтому я здесь прожила год и только недавно придумала, где же будет это дополнительное место. Очень важно это все предусматривать. Я вообще краситься люблю, не складываю свою косметику, поскольку я даже дома часто в макияже, потому что много времени провожу дома, поэтому нет смысла давать коже отдыха. Поэтому я считаю не так, типа, где краситься, дома или на улице, а сколько раз в месяц я вообще в собранном максимальном состоянии. Поэтому, в принципе, косметику я раскладываю на салфетку. Это тоже такой винтажно подсмотренный элемент из фильмов. Мне нравится на льняной салфетке раскладывать косметику и вот так краситься очень удобно. Тут у меня получается 3D эффект, и все это организовано. Обязательно, видишь, у меня есть сантиметр и иголки для того, чтобы какие-то вещи перешивать, до того, как нести их в ателье, самой покрутить длину. Вот, то есть вот это все, что составляет мой макияж. А вот еще у меня, Оля, вот такая важная очень штука. Это чистить кожаную обувь. Очень важно чистить обувь, и я купила все такие красивые щетки.
они, ну, чем красивее предметы бытовые, тем больше ими хочется пользоваться. Потому что, в принципе, ну, как бы натирать обувь считается, ну, типа, о, еще обувь натирать. А так смотришь на эту щетку, и прям хочется, чтобы твоя обувь уже нуждалась в натирании, чтобы взять этот предмет. Знаешь, какой бы мне хотелось подвести итог и финал этого видео? Мне бы хотелось, чтобы мое сегодняшнее знакомство вас с моей гардеробной вдохновило вас на организацию вашего пространства, добавить в вашу жизнь какое-то место, которое будет принадлежать только вам. И если, конечно же, отдельная гардеробная комната это не доступно каждому, то туалетный столик это то, что может позволить себе каждая женщина буквально вот просто после просмотра видео походить по квартире и понять, где бы она смогла сделать угол и расположить стол. Очень классно записывать сюда, здесь, за ним свои мысли и смотреть себе в глаза. То есть это то место, которое раньше, мне эта идея, когда пришла в голову, когда посмотрела винтажные фильмы, и там все женщины всегда сидят за туалетным столиком. Сегодня большинство женщин красятся над раковиной, а о том, что нужно записывать себе свои мысли куда-то или просто вблизи посмотреть себе в глаза, вообще никто не думает, согласись. Потому что у нас есть телефоны, это так удобно, телефон это удобно, но записывать мысли карандашом на бумагу это ритуал, который нас... Без лишних слов мы понимаем, что это делаем. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы это видео вдохновило вас посмотреть на свое пространство и подумать, где бы вы смогли организовать себе такой столик. Девушки на марафоне, некоторые воплотили эту идею вот просто буквально сразу же, не выходя из дома. Нашли столик, нашли угол и то есть достаточно просто пересмотреть. Поэтому я каждой девушке желаю найти это волшебное пространство и оказать некоторое сопротивление слишком упрощающемуся миру и вспомнить, что мир упрощается, а мы не имеем права этого делать, потому что мы женщины. С вами была Маша Анохина. До новых встреч. Мне кажется, мы не смонтируем. Ты думаешь, смонтируем?